Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Близится 8 марта. В этот весенний праздник принято дарить цветы. Я решила связать несколько тюльпанов разных цветов и хочу показать вам, как это делается в данном мастер-классе. Такие тюльпаны никогда не завянут и принесут в дом радость и весеннее настроение. Длина их примерно 25 сантиметров. Каждый бутон состоит из сердцевинки и 3 ввязанных лепестков. Бутон и стебель – это одна деталь. В стебель вставлен каркас из провода. Листочек вяжется отдельно и пришивается к стеблю. Так как тюльпаны вяжутся довольно просто и быстро, мастер-класс будет состоять всего из одной части. В самом начале я, как всегда, покажу и расскажу, какие потребуются материалы и инструменты для их изготовления, а затем мы с вами поэтапно свяжем бутон, стебель и листочек, а в процессе сделаем и вставим каркас. Если вам понравились мои тюльпанчики, давайте вязать вместе. Для работы нам понадобится пряжа Yarn Art Ideal. Это 100% хлопок, метраж 50 грамм на 170 метров. Так как я буду вязать красный тюльпан, то возьму пряжу красного цвета для бутона. Вы можете использовать любые цвета. Это могут быть розовый, желтый, белый и так далее. А вот для стебля и листочка понадобится пряжа зеленого цвета. Вязать буду крючком 2 мм. Каркас будем делать из провода. Он одножильный, с ПВХ покрытием, а диаметр его 2,5 мм. Такой провод хорошо держит форму и при этом гибкий. Его можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Еще нам понадобится игла с широким ушком, ножницы и палочка для набивания наполнителем. А наполнитель у меня синтепух. Итак, начнем. В первую очередь займемся лепестками, которые нужно подготовить заранее, так как мы их будем ввязывать. Всего необходимо 3 лепестка, 2 я уже связала, вот так они выглядят, а 3 свяжем вместе. Берем пряжу красного цвета и вяжем первый ряд 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 5 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 5 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида. Третий ряд 10 столбиков без накида подряд. Четвертый ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Пятый ряд 15 столбиков без накида подряд. Шестой ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Седьмой ряд 20 столбиков без накида подряд.
8 ряд, 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Девятый ряд, 25 столбиков без накида подряд. Десятый ряд, 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Дальше вяжем 5 рядов по 30 столбиков без накида в каждом. Шестнадцатый ряд, 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Чтобы убавки были менее заметны, давайте их будем делать невидимыми. Для этого вводим крючок за переднюю стенку первого столбика без накида предыдущего ряда. Затем вводим крючок за переднюю стенку следующего столбика без накида по ходу вязания. Провязываем их, а затем провязываем 2 петли с крючка. Получилась невидимая убавка. Продолжаем. Семнадцатый ряд, 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Восемнадцатый ряд, 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Девятнадцатый ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. И последний, 20 ряд. Сложив деталь пополам, провязываем 5 столбиков без накида за оба края. Для этого вводим крючок в первую петлю, а выводим его из последней. Провязываем первый столбик без накида. Затем, совместив все петли вместе, провязываем сквозь них еще 4 столбика без накида.
Все, вот так мы связали лепесточек. Далее обрезаем ниточку, оставляя довольно длинный хвостик, который нам пригодится в дальнейшем для сшивания друг с другом лепесточков. Набираем воздушную петельку и пропускаем сквозь нее ниточку. Это мы закрепили наше вязание. Далее необходимо вынуть нить контрастного цвета. Вот такой лепесточек у нас получился. Теперь у нас есть 3 лепесточка. Обратите внимание, что длинный хвостик я оставляла только у одного. У других можно обрезать их покороче. Дальше займемся сердцевинкой тюльпана. Берем пряжу красного цвета и вяжем первый ряд 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 5 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 5 прибавок. Третий ряд 10 столбиков без накида подряд. Четвертый ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Пятый ряд 15 столбиков без накида подряд. Шестой ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 20 столбиков без накида в каждом. Девятый ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Дальше вяжем 2 ряда по 25 столбиков без накида в каждом. Двенадцатый ряд 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Теперь вяжем 4 ряда по 30 столбиков без накида в каждом. Семнадцатый ряд 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз.
18 ряд. 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Девятнадцатый ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. В 20 ряду будем ввязывать лепестки. В последнем ряду сердцевины у нас должно быть 15 столбиков без накида. А в последних рядах каждого из 3 лепестков по 5 столбиков без накида. Сейчас будем провязывать по 5 столбиков без накида за края сердцевины и последнего ряда каждого лепестка сквозь петли, совместив их вместе. Итак, присоединяем первый лепесток и вяжем 5 столбиков без накида. Вот мы ввязали первый лепесточек. Дальше берем второй и точно так же его ввязываем. Ввязали второй лепесточек. Берем третий, последний. Делаем то же самое. Вот что у нас получилось, посмотрите. Мы ввязали все 3 лепесточка. Это сердцевина у нас. Хвостики пока оставляем снаружи. Дальше набьем сердцевину наполнителем. Набивать надо плотно. В центре наполнителя можно сделать небольшое углубление, для того, чтобы в дальнейшем провод сюда лучше входил. Вот мы набили сердцевинку наполнителем. Теперь, чтобы нам не мешались лепесточки, временно перевяжем их длинным хвостиком от одного из них. Вот так. Ну и продолжим. В следующих 2 рядах удобнее провязывать обычные убавки. Вяжем 21 ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Последнюю убавочку нам надо провязать не до конца. Распустим ее. Нам необходимо сменить цвет пряжи на зеленый.
берем пряжу зеленого цвета и ею довязываем эту убавочку. Вот так. А пряжу красного цвета обрезаем. Все, мы сменили цвет пряжи. Теперь главное не запутаться во всех этих хвостиках. Так, контрастную нить мы можем больше не использовать. Дальше вяжем 22 ряд, 5 убавок уже зеленой пряжей. При этом натягиваем вот эти два хвостика и ввязываем их. Вот и все. Прежде чем вязать стебель, спрячем вот эти два хвостика внутрь. Дальше вяжем 50 рядов по 5 столбиков без накида в каждом или 250 столбиков без накида подряд. Вы можете сделать покороче или подлиннее стебель. Для этого провяжите столько рядов, сколько вам необходимо. Вот я и закончила со стеблем. Это было непросто, пришлось повозиться, так как деталь очень узкая и неудобно ее вязать. Вот так получилось. Дальше берем провод и вставляем его в стебель примерно до середины бутона. Он входит очень туго, но это и хорошо. Теперь обрезаем провод. Стебель у меня получился 18 сантиметров. Ну и закроем эту деталь. Свяжем последний ряд и сделаем пару убавочек. Все, закончили. Обрезаем ниточку. Хвостик можно совсем маленький оставить. Закрепляем вязание, набрав одну воздушную петлю и пропустив сквозь нее хвостик. Кончик спрячем позже со всеми остальными хвостиками. А сам тюльпанчик можно отложить пока в сторонку и заняться листочком. Для листочка берем пряжу зеленого цвета и вяжем первый ряд. 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 5 столбиков. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и опять прокладываем нить контрастного цвета. Вяжем второй ряд, 5 столбиков без накида, без изменений. Третий ряд, 5 прибавок подряд. Четвертый ряд, 10 столбиков без накида, без изменений.
5 ряд 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Теперь вяжем 2 ряда по 15 столбиков без накида в каждом. Восьмой ряд 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Дальше вяжем 3 ряда по 20 столбиков без накида в каждом. Двенадцатый ряд 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Теперь вяжем 10 рядов по 25 столбиков без накида в каждом. Двадцать третий ряд 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Дальше вяжем 20 рядов по 20 столбиков без накида в каждом. Дальше будем закрывать деталь и вязать последний 44 ряд. Складываем пополам и провязываем за оба края 10 столбиков без накида сквозь петли последнего ряда. Сначала вводим крючок в первую петлю, а выводим его из последней. Провязываем первый столбик без накида. Теперь, совместив все петли вместе, вяжем еще 9 столбиков без накида. Все, закрыли деталь, вот так получилось. Теперь обрезаем ниточку, оставляя довольно длинный хвостик. Для пришивания листочка к стеблю вытягиваем ниточку. Вот так у нас получилось. Вот такой листочек. Дальше вынимаем нить контрастного цвета. Листочек готов. В итоге мы связали с вами все, что необходимо для будущего тюльпана. Осталось совсем немного, только пришить листочек к стеблю и сшить между собой лепестки, чтобы они не раскрывались, а затем спрятать все хвостики. Берем листочек, оборачиваем его вокруг стебля, отступив от кончика 2-3 сантиметра. Сначала сошьем 2 нижних края друг с другом.
Вставляем хвостик в иглу и делаем несколько стежков. Затем пришьем нижний край листочка к стеблю. Будем поочередно захватывать петли листочка и петли стебля по кругу. Вот как получилось. Теперь сошьем вот эти два края листочка между собой, длиной примерно 2-3 сантиметра. Будем поочередно захватывать петли листочка с каждой стороны и подниматься вверх до необходимой нам высоты. Все, я думаю, так будет достаточно. Теперь делаем узелочек и прячем ниточку внутри стебля. Обрезаем. Вот так мы пришили листочек. Дальше займемся бутоном. Первым делом необходимо вынуть нить контрастного цвета. Дальше вставляем хвостик, длинный, оставшийся от одного из лепестков, в иглу. Введем ее в сердцевину и выведем между двумя лепестками чуть-чуть пониже центральной части. Вот так, вот здесь. Теперь сошьем два лепестка между собой, захватывая поочередно петли каждого из них и сделав 2-3 стежка. Дальше нужно перейти на другую сторону бутона. Для этого вводим иглу в сердцевину и выводим ее между другими двумя лепестками. Точно так же сшиваем и их. Ну и такую же процедуру проводим 3-й раз. Все, мы сшили между собой все 3 лепестка. Вот так у нас получилось. Дальше выводим ниточку вниз бутона, делаем узелочек и прячем внутри. Ну и не забываем спрятать все оставшиеся хвостики. 2 от лепесточка и 1 от стебля. Наш тюльпанчик готов. На этом все. Теперь можно связать еще несколько тюльпанов разных цветов и вручить их нашим любимым мамам, бабушкам, дочкам, внучкам и подругам на весенний праздник. Я думаю, что их такие цветы, связанные с любовью и теплотой, обязательно порадуют.
Поздравляю всех с наступающим праздником! Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!